Привет! В этом обзоре познакомлю вас, не скажу, что уже с новинкой, так как модель 22 года, но все-таки у нас на канале это первый обзор данной модельки, и я хочу познакомить вас с вот таким вот интересным дизайном. Данная модель противоударного смартфона от бренда Doogee, модель S61 Pro. Pro и есть обычная, и там есть отличия по камере и по наличию встроенной памяти. Наша версия максимальная 6/128, способна расширить за счет встроенной памяти оперативную память до 11 гигабайт. По умолчанию 6, добавляем еще 5, я вам покажу, как это сделать, и будет увеличена данная память. Еще одна фишка данного смартфона, хотя как на любителя, и дальше я объясню, почему она сомнительна, это то, что у данной модели можно менять вот эти задние, вот эти глянцевые панели. В нашем случае сейчас эта панель, как будто бы мы видим внутренние части смартфона. У данной модельки, хотя и есть сменные панели, но нигде их, ребята, в продаже нет. И еще одной фишкой, возможно, вас это сразу заинтересует, что у данного смартфона камера с ночным видением. Здесь 4 светодиода отвечают за яркую вспышку, а 4 светодиода являются инфракрасными. Человеческий глаз практически не видит эти инфракрасные светодиоды, но камера способна увидеть все, что подсвечивают эти светодиоды. И в ночное время интересные фото и видео получаются. Они не являются цветными, но за счет того, что в полной темноте вы не обезоружены, скажем так, а вы все видите через камеру и на этом экране. Я вам дальше все это продемонстрирую. Давайте знакомиться. Смотрим цену и комплектацию. Цена данной модели на момент обзора $121.99. И в этом рекламном видео можно видеть, как компания явно подчеркивает, что здесь очень красивые, стильные сменные панели под карбон, под дерево или же, как в нашем случае, будто бы прозрачные. Их 4 вида. К сожалению, хотя они делают на этом акцент, как я говорил, в продаже нет этих сменных панелей. Они крепятся за счет встроенных защелок и на двустороннем скотче. Все примитивно. И минусом, сразу скажу, является то, что когда вы вдруг будете погружать под воду или легкое падение, то под крышку тоже попадает влага. Для смартфона это несущественно, но какое-то время она там будет, пока не испарится. Ссылку, где приобрести данный смартфон на сайте AliExpress в фирменном магазине компании Doogee, я оставляю в описании под видео. Упаковка смартфона солидная, большая, жесткая. Здесь есть надпись, сколько здесь оперативной памяти и какая у нас модель. В комплекте мы получаем следующее. Защитную пленку, которая, как указывает производитель, является противоударной. Хотя на самом смартфоне тоже пленка наклеена, но она, скажем так, транспортировочная. А в нашем случае нужно наклеить еще будет не стекло, а именно вот такую вот жесткую пленку. Это неудивительно, ведь смартфон у нас противоударный. Хотя сам экран тоже защищен покрытием Corning Gorilla Glass. Далее в комплекте идет скрепка с вот таким вот ключом для открытия. Для чего он нужен? Для того, чтобы можно было подтянуть лоток с сим-картами. Дальше мы заглянем, и я покажу, как это работает. Кстати, лоток у нас на 2 сим-карты плюс карта памяти. Это у нас специальный комплект для того, чтобы приклеить пленку, инструкция, и в комплекте еще идет ремешок, классный фирменный, для того, чтобы можно было закрепить смартфон на руку. Здесь для этого имеется специальные отверстия, вот они, располагаются в нижней части экрана справа, и блок питания с кабелем для зарядки. Обычный кабель USB Type-C и обычный блок питания. К сожалению, да. Почему я говорю, что он обычный? Потому что он на 5 вольт, 2 ампера, считается 10-ваттным блоком питания. Здесь USB-A и выходит на USB-C. Когда я увидел этот смартфон в продаже, то меня заинтересовало несколько вещей, почему я его захотел приобрести для обзора. Во-первых, потому что это еще была на тот момент одна из новинок противоударного смартфона, а вторая это то, что он имеет вот такой вот внешний вид. Я подумал, ну вот прям классно, как будто бы там плата, микросхемы, все это видно. Ну, мне нравится. Как человеку, который любит электронику, гаджеты, новинки, это мне понравилось. Но это не все. Самое, что мне привлекло, это то, что у меня первый смартфон, у которого камера ночного
видения. Обратите внимание, здесь всего два модуля. Нет никаких-то там дополнительных вспомогательных, широкоугольных, макро, боке. Нет. Хотя камера здесь достойная. Мы сейчас поговорим о модулях. Давайте посмотрим внешний вид. Если вот так вот его вращать, то можно увидеть, что у него грани задней части крышки закруглены. В руках благодаря этому он сидит хорошо. Устойчив, крепкий, корпус литой. Сверху имеем разъем для наушников с заглушкой, полноценный 3,5. На левом торце имеем программируемую кнопку, 3 режима нажатия, долгое, двойное и одиночное. По одиночному я настроил, чтобы включался фонарик. С выключенным экраном работает, и даже если ниже 15%, тоже работает. Фонарик очень яркий. Как вы видите, здесь несколько светодиодов. Взяв скрепку из комплекта, мы видим, что она достаточно длинная, но как таковой некуда нажимать. Там просто нет отверстия. Нам нужен только крючок. Мы поддеваем здесь заглушку. Заглушка открылась. Теперь просто нужно извлечь лоток с сим-картами. Но так как у меня установлена сим-карта, я поставлю режим полет. Теперь можем полноценно извлекать наш лоток. Для этого поддеваем этим же крючком лоток с сим-картой. Вот так. Фонарик случайно включил. Извлекаем. Теперь можно с легкостью вытянуть. Вот так. Лоток у нас на 2 сим-карты и карту памяти. Карту памяти поддерживает до 512 гигабайт. На левой стороне смартфона у нас кнопка питания. В нее же встроен сканер отпечатка пальцев. И он не только отвечает за то, чтобы разблокировать смартфон, но и можно управлять. В настройках есть отдельный режим, где можно производить настройки. По одиночному нажатию, например, он возвращается на шаг назад, или же там разные другие фишки можно настроить. Обратите внимание на кнопку громкости. Если посмотреть вот так, то у нее края слегка задерты. И благодаря этому можно, вот если увидите, нащупать, скажем так, как качельку настоящую. Это тоже удобно для противоударного смартфона. В нижней части смартфона находится динамик, он здесь один, микрофон также один и гнездо для зарядки. Закрыто заглушкой. Механизм крепления, как вы видите, у заглушки хороший. Открывается для того, чтобы зарядить смартфон, заглушка вправо. Вот так вот. Открываем и теперь вставляем сюда кабель для зарядки. Кабель для зарядки сюда подходит любой USB Type-C. Гнездо не защищено от влаги, поэтому заглушка здесь и нужна. Закрываем плотно. После этого смартфон пригоден для погружения в воду. Ну и теперь поговорим о модулях камеры. Верхний отвечает за основную съемку. Он огромный, полноценный такой себе глаз. И у нас здесь стекло. Это у нас все пластик. К сожалению, он никак не защищен. Нету никаких выступов, чтобы в случае, если мы его ложили на поверхность, не царапалась поверхность. И это является его минусом. Я думаю, что было бы хорошо прикупить чехол. Благо, что на сайте AliExpress есть как прозрачные, так и из хорошего черного силикона, а также чехол-книжка. Так вот, основной модуль на 48 мегапикселей, а нижний на 20 мегапикселей. Давайте рассмотрим меню камеры. Меню у камеры полноценное, глубокие настройки присутствуют, как ручные, так и автоматические. Есть интеллектуальный режим. Режим фото, режим видео, ночное видение. Есть отдельный режим портрет и другие режимы, которые вы видите на экране, включая режим Pro. В верхней части дополнительное управление, включая настройки. Активируя пункт настройки, выскакивает не какое-то меню, где нужно что-то активировать, а вот в виде значков. Водяной знак, размер фото, беззвучный режим можно включить, моментальная съемка, скажем так, с максимально быстрой фокусировкой, автоспуск и другие режимы. Ну а переключившись в режим видео и перейдя в настройки, мы видим, что можно выбрать качество. Максимальное качество это Full HD 1080-30 кадров. Настройка мерцания, беззвучный режим, запись с микрофоном или без, так сказать, самые основные настройки. Давайте запустим прямо сейчас запись видео во время съемки. При записи вы слышите вот такой вот звуковой сигнал. Меня немножко путает то, что здесь вместо того, чтобы как-то по-другому обозначать, как это было ранее, просто красная кнопка. Изначально, смотря на эту кнопку записи, мы думаем, что запись не запущена. Но, глядя вот сюда,
мы видим, что запись пошла. Как вы видите, стабилизации как таковой нет, но подношу, и он фокусируется. Здесь тоже подношу, происходит фокусировка. Все это время вы видели запись именно здесь во время съемки. Останавливаю запись, нажимаем на стоп. Если днем переключиться на ночную съемку, то ничего не происходит, так как автоматически модули определяют, что сейчас день и нет необходимости включать вот эти вот дополнительные инфракрасные датчики. Но как только наступает темное время суток или вы попадаете в темное помещение, автоматически включаются и темный экран резко перед вами становятся подсвеченные все объекты. И вы все увидите. Реально здорово. Ночная съемка, Мураш. Прыгнула. На. Привет. То есть, чтобы вы понимали, это тесты ночной съемки. Светящиеся фары Мураши, глазики, это отражает инфракрасные датчики. Звук вы тоже слышите ночной съемки. Попробуем на основании этого видео. Качество, конечно, естественно, тут не такое, как положено. Но вот фокус поймал. Мураша. Мур. Приветик. Фокус я приближал, просто цифровой. Прикасаюсь. Автофокус настроился. Валюша тут привлекает внимание ее. А ну вот так вот. О. Шум, конечно, но сам факт, что все отлично работает. Я думаю, что это достойные показатели такой камеры. Чем ближе объект, тем он ярче, потому что объект, приближаясь к инфракрасным датчикам, на себя перенимает. Вот сейчас отключилась, потому что думает, что будто бы я в ярком помещении. Срабатывает датчик определения. Ну, а так, отлично. Время. Все черно-белое, потому что это ночная съемка. Но видимость класс. Тесты будут по окончанию обзора, или же смотрите тайм-коды в описании. Передний модуль камеры на 16 мегапикселей. И имеет режим портрета, неплохо справляется с эффектом боке, и запись видео делает, если перейти в настройки, в максимально 1080, также 30 кадров. Также в данном смартфоне присутствует специальный режим для съемки под водой, так как смартфон полностью защищен и, конечно же, было бы глупо его туда не встроить. Подводный режим камеры можно запустить двумя способами. Первый – это опустить шторку, сделать несколько свайпов и перейти по этому режиму. Фотоаппарат под водой. И еще один режим запуска подводной камеры. Для этого я опускаюсь в шторку, захожу в настройки и перехожу в настройки «Пользовательская кнопка». Программируемая кнопка здесь. В этом режиме, если вам очень нужна эта камера, можно настроить, например, щелкать 2 раза и будет запускаться подводный фотоаппарат. Для этого я делаю раз-два, и у нас запускается подводный фотоаппарат. Раз-два, и выхожу также из этого режима. Это гораздо проще. А сейчас давайте проведем тест на систему безопасности. Сканер отпечатка пальцев по скорости проверим и сканер разблокировки по лицу. Нажимаю, он меня видит и разблокировался. Еще раз. На мой взгляд, на твердую 4. Нельзя сказать, что он сверхскоростной. Теперь проверим сканер отпечатка пальцев. Прикасаюсь. Не сработал. Прикасаюсь. Сработал. 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 Но тоже не быстрый. В отношении того, что он реагирует на какие-то функции, которые я настроил, приведу вам пример. Например, зайдем в сообщения, нажмем «Начать чат». Теперь я вместо того, чтобы нажимать на стрелку внизу или использовать жесты, просто прикасаюсь к сканеру, и он на шаг назад возвращается. Это удобно. Для того, чтобы произвести другие настройки с прикосновением, должны зайти в настройки и выбрать пункт «Дополнительные функции». В этом режиме имеется несколько режимов по настройке других разных функций, но нас интересует функция дактилограммы. Выбираем этот пункт. Можно отвечать прикосновением во время получения телефонного звонка, производить съемку, делать скриншот,
возврат на главный интерфейс, на рабочий стол, или же вернуть на прошлый. Раз мы уже попали в режим дополнительных функций, давайте и познакомимся. Memory Fusion. Здесь в этом режиме можно увеличить оперативную память. Нажав сюда, у нас открывается режим, сколько мы хотим добавить к 6, которым уже имеем. Выбираем сколько нужно и перезагружаем. Я вам не советую это делать, так как 6 гигабайт уже достаточно. Но советую это делать тогда, когда вы очень им активно пользуетесь, видите, что вы одновременно используете много разных приложений и вам уже оперативной, кажется, не хватает. Тогда используйте ее за счет встроенной. Также здесь есть отдельный пункт клонирования приложений. Но он ограниченный, так как зайдя сюда можно увидеть, что здесь нету кнопки добавить какое-то другое приложение, которое я бы хотел. Можно лишь клонировать WhatsApp, WeChat, QQ и Facebook. Также в этом режиме есть отключение звука, быстрый ответ, модель предупреждения ошибочного касания, снимок 3 пальцами, калибровка датчиков. В этом режиме можно откалибровать датчик приближения и горизонтальную калибровку. Модель перчаток, то есть режим в перчатках здесь активирован. Режим одной руки также здесь есть. Яркий экран, когда поступает новое сообщение, то есть он засвечивается. Боковая панель приложений. Это выглядит так. Или слева, или справа я делаю вот такой вот жест, держу, и у нас появляется там 3 точки и дополнительные вот такие вот настройки. Быстрый доступ к разным приложениям. Еще один пункт в специальных возможностях в этом дополнительном меню, который я заметил, есть дополнительное уменьшение яркости. Когда мы его активируем, то яркость, которая у нас сейчас на 40%, становится вообще ничего не видно. Практически ничего не видно. Максималочка. Написано слишком яркий экран. На самом деле из-за того, что включен режим дополнительное уменьшение яркости, он не яркий. Нажимаем отключить. Вот теперь он яркий. На улице тоже достаточно хорошо видно. Присутствует автоматическая яркость и срабатывает автоматическая яркость хорошо. Текст и отображение. Здесь можно сделать полужирный шрифт, что мне даже нравится. Четче видно для тех, у кого плохое зрение. Можно сделать контрастный текст. Будет вот с такими вот помеченными отметками. Сделать инверсию цветов, если вдруг у вас какие-то сложности со зрением или восприятием информации. И можно корректировать цвет, например, оттенки серого. И все будет уже склонено к серым тонам полностью во всех режимах. Вот вы знаете, прям вот когда включил жирный шрифт, прям лучше стало видно. Касательно того, чтобы еще улучшить размер шрифта, можно зайти в настройки экрана. И здесь есть отметка размер шрифта. Выбираем крупный на максимальный. И теперь он действительно отлично смотрится, поможет тем, у кого сложности со зрением. Диагональ экрана у смартфона Doogee S61 Pro составляет 6 дюймов и разрешение 720 на 1440 HD. Не HD+. Качество бюджетное, но хорошие сочные цвета и с хорошими углами обзора, как для данного смартфона. Здесь установлена IPS-матрица без воздушной прослойки. И, что интересно, здесь достаточно толстое стекло, потому что я не могу так сильно, знаете, вот надавить, чтобы я увидел какие-то разводы на экране. Это огромный плюс для противоударника. Открыв YouTube и выбрав разрешение, он способен воспроизводить максимально 1080-60 кадров. Я открывал видеоролики с 4К, он все равно открывает 1080. Но зайдя на наш канал и открыв один из видеороликов последних, это, например, у нас тест батареи Poco X5 Pro, запустив и выбрав этот режим, вижу, что плавность сохраняется. Нету каких-то подвисаний, он с легкостью отображает данное видео 1080-60 кадров. Кстати, я сейчас добавил громкость, и вы можете послушать, как данный смартфон отображает мою же речь. Привет, тестируем аккумулятор у новинки Poco X5 Pro, емкость которого составляет 5000 мАh. 100% заряда, время старта 12 часов 32 минуты. Устанавливаем громкость и яркость на 80. Равно работает на 60 Гц. Начинаем тест. Конечно же, дальше мы проведем тест на звучание внешнего динамика. Ну а сейчас давайте запустим диктофон и послушаем, как он записывает речь в обычном режиме, а потом зайдем и послушаем, как он производит телефонную запись разговора, которая здесь тоже есть. Открываем вначале диктофон. Нет здесь никаких настроек по качеству записи, просто запускаем. Проверка микрофона у смартфона Doogee S61 Pro. Он находится в нижней части. Вот здесь я
шуршу. Сейчас я максимально близко подношу, будто бы я разговариваю с человеком, а сейчас я просто его вот так вот оставляю и на расстоянии веду беседу. 1, 2, 3, 4, 5. Вызов мы принимаем. И видим, что здесь у нас есть кнопка записи разговоров. Сначала включаю громкую связь, а теперь нажимаю запись. Цей дзвінок записується. Этот звонок записывается. Это слышит и ваш собеседник, что очень важно, ведь это справедливо, чтобы ваши собеседники знали, хотя, может быть, кому-то это и неудобно. И сейчас вы слышите все, что записывает данный диктофон в режиме записи разговора. Я его подношу к рту и просто веду беседу. К уху, точнее, поднес, а микрофон направлен уже к рту. 1, 2, 3, проверка связи, как вы меня слышите. Просто веду беседу так тихонько, знаете, вот в шумном месте, может быть, это вам тоже поможет. Или наоборот, где очень тихо. Вот такие вот тесты. Останавливаю запись, послушайте, что сейчас скажет. Запис телефонної розмови завершено. Запись телефонного разговора завершена. И теперь видно, что этот разговор записан. Видите, здесь изображение микрофона. Это если мы переходим в режим звонков. Когда мы нажимаем, он разворачивается, и здесь можно его прослушать. И кому-то можно отправить. Нажимаем «Отправить», и он улетает по какому-то мессенджеру. Кстати, данный режим записи разговоров совсем недавно появился в Украине на всех Android-смартфонах. Будет ли запись разговоров в этом смартфоне в вашей стране, где вы проживаете, за пределами Украины, я не гарантирую. Мне лично качество микрофона понравилось. Чувствительный, хоть и один, не стерео, но записывает. Конечно же, будет и монорежим записи в режиме съемки видео. Конечно же, здесь есть и NFC, об этом свидетельствует вот этот значок. Все время по одиночному нажатию включаю фонарик, что в принципе будет происходить и в кармане, если вы будете его носить. Возможно, было бы хорошо мне и вам настроить его на двойное нажатие. NFC есть, полноценно работает, все, конечно же, Google сервисы имеются. Есть также FM радио, но без наушников не работает. Запускаем, он пишет, что дайте мне, мол, гарнитурку. Также работает OTG подключение, можно подключать для зарядки другие смартфоны, а здесь у нас аккумулятор 5180, и дальше мы поговорим о его тестах и автономности. Также можно через OTG подключить мышку, клавиатуру или же внешнюю флешку. Есть еще отдельно такая себе шкатулка «Полезные инструменты». В этом режиме, как обычно, в противоударные смартфоны встраивают и компас, и отвес, и тревожный сигнал. Вот, например, можно включить все вместе. Будет мигать и кричать. Думаю, вы догадываетесь, для чего данные режимы нужны, если вдруг вы попали в какую-то беду. Есть отдельно игровой режим, также есть центр безопасности, войдя в который можно почистить кэш, не надо никакие устанавливать дополнительные программы, настроить центр уведомления, энергосбережения. Как вы видите, здесь указано, сколько памяти и сколько занято. Есть еще два интересных режима, на которые я тоже обращаю внимание. Первый режим – это легкий режим. Включая его, у вас смартфон превращается вот в такого вот крупнокалиберного по нажатию по кнопкам малыша. Этот режим кому подойдет? Правильно. Людей, кто путается по этому всему меню и нужно, скажем так, неубиваемый смартфон. Это раз, который не боится воды и падений, и нужно минимальные функции. Обычно это люди в преклонном возрасте. Все необходимое есть и что-то еще можно добавить. Чтобы выйти из этого легкого режима, необходимо нажать настройки и выход из рабочего стола. Также есть еще один режим уже для тех, кто помладше, для детей. Пункт, где можно настроить, какими программами дети могут пользоваться, нужно ли, чтобы у них был выход в интернет, если да, то сколько по продолжительности они могут пользоваться данным смартфоном. И когда вы нажимаете «Войти в детское пространство», у вас только то, что вы разрешили использовать детям. Я разрешил использовать игру Asphalt 9. Все, ребята, больше ничего нет. Шторку нельзя опустить. Куда-то перейти. Дайте пароль. И теперь нужно входить в этот режим. Но вы же знаете свой пароль. Вы его нажимаете и входите. Мы вернулись. Интересно, что я только зашел, чтобы войти в этот режим детский, а вверху уже вот такое вот личко отображается. Кстати, обратите внимание на уровень сигнала мобильной связи и Wi-Fi.
очень хороший прием. Прям вот, ребята, знаете, как нужно для смартфона, который может вас выручить в экстремальных ситуациях. Скажем так, пошли в лес, вдруг оказались где-то в каком-то подземелье, то есть вероятность, что у вас словит смартфон сигнал, и вы сможете сообщить, где вы находитесь, если вдруг был плохой прием сигнала. Конечно же, в настройках можно переключиться с навигации на экране на управление жестами. Здесь есть отдельный пункт «Панель навигации». Можно перейти в навигацию жестами или же скрывать эту панель, если вы используете данные значки. Вот так скрывается, но каждый раз надо будет делать вот такой вот свайп, что не совсем удобно. Поэтому я пока отключу на обзор этот режим скрытия. Работает с двумя диапазонами Wi-Fi сетей 2,4 и 5 ГГц. Если же включен Wi-Fi и вы запускаете точку доступа, чтобы раздавать, вот она, то наш Wi-Fi не отключается. А это значит, что данный смартфон может работать как Wi-Fi репитер. Обратите внимание, как мигает значок, анимация. Прям таки явно видно, что раздается интернет. Конечно же, есть ночной режим для защиты глаз. Все это время он был включен. Когда мы его выключаем, то экран становится такой прям вот белый, даже с легкой синевой. Есть обратные цвета, есть ночная тема. Еще одна функция в режиме звука, она была по умолчанию отключена. Когда в самый низ опускаемся, есть режим дополнительно, опять в самый низ, и здесь есть улучшение звука. У меня этот режим был отключен. Почему, я не знаю. Bass Loudness, усилитель громкости динамика. Активируем его, и я тестировал с ним, то кажется действительно звук громче, и на качество это в ухудшающем смысле не влияет. Давайте проведем тест звука, раз мы уже заговорили о звучании. Открываем программу Zedge и запускаем. Громкость максимальная. По моим впечатлениям, громкость достаточно для данного смартфона. По качеству звучания много средних кажется. Ну а так есть и бас, и высокие. Но, конечно, оценивать вам. Думаю, тест пройден. Звук достойный. Несколько напоминаний для тех, кто раньше не пользовался какими-то противоударными смартфонами, и если вдруг вы его упустили в воду, сюда, конечно, в эти отверстия, где находится динамик, попадет вода. Но не переживайте, если вы достали его, мол, так сказать, протерли, но звук по-прежнему как будто из-под воды. Это все потому, что там находится между этими отверстиями и сеткой, которая защищает динамик, там находится вода. Нужно, чтобы она тоже высохла. Не переживайте, это никак на работу смартфона не влияет. Все продумано, все предусмотрено. Теперь давайте запустим тест Antutu Benchmark. К сожалению, скромные показатели. Их здесь по тестам показывает 132 736. В развернутых данных они выглядят вот так. Все перед вами. Давайте рассмотрим более детально характеристики через программу Antutu Benchmark. Оперативной памяти 6 ГБ, свободно сейчас 347, внутренней 128, свободно 103. Проведем тест памяти. Данные этих тестов уже перед вами. Вот эти показатели в развернутом состоянии. Ну и вот явная причина тому, почему такие низкие показатели в программе Antutu Benchmark. У нас бюджетный процессор, хотя он здесь и на 8 ядер с максимальной частотой 2300, но это процессор от Mediatek J35. За графику отвечает PowerVR Rogue GE8320. Работают они всегда в паре. И на что это влияет? Конечно же, очень мощные игры будут запускаться на самых минималках, где-то даже подтупливать, а обычные средние игры будут работать хорошо. И дальше вы увидите графику во время тестов игры в Asphalt 9. Смотрим дальше характеристики. Экран у нас на 60 Гц, не 90 и не 120. Плотность пикселей 320 dpi. Тест мультитач на 5 касаний. Указано фактическое разрешение задних модулей камеры, включая
тот инфракрасный, и максимальное разрешение. Обе камеры способны как в ночном видении, так и в обычном режиме снимать 1920 на 1080. Написано, что стабилизация видео поддерживается, но в тестах вы увидите, как она отрабатывает. Ее практически незаметно. Она вроде бы и есть, но ее недостаточно. Но что мы хотим от бюджетного смартфона? Характеристики переднего модуля камеры также соответствуют. Разрешение 4608 на 3456. Подходим к аккумулятору. 5180 производителем заявлено. А во время теста от 0 до 100% он взял 4659 мА. Родным зарядным блоком питания заряжается около 4 часов. И, конечно же, провели тесты во время просмотра видео в YouTube. От 100 до 0% он постоянно показывал видео, и эти тесты вы уже либо видели на канале, либо можете посмотреть, сколько часов он продержался. Информацию о Wi-Fi я вам озвучивал, здесь это подтверждается, а вот в отношении Bluetooth он здесь версия 5.0, ну и, конечно, есть NFC. И установлено 13 датчиков: акселерометр, игровой вектор вращения, геомагнитный вектор вращения, датчик силы тяжести, гироскоп, датчик освещенности, линейный акселерометр, магнитометр, датчик ориентации, датчик приближения, вектор вращения, шагомер, детектор шага. Проведем тест GPS. Запускаю программу GPS Info. Я ее последний раз на этом смартфоне запускал, наверное, месяца полтора назад. Он мгновенно выходит на связь, видит уже 45, использует 10, 12 и растут показатели. Переходим, какие же это спутники. А все. GPS, GLONASS, Beidou, Galileo и еще вот этот тип спутников SBAC. В настройках установлено максимальное высокое качество по графике. Давайте запустим игру Asphalt 9. Просто понаблюдайте пока. Конечно же, графика неполноценная, но работает. Играть однозначно можно. Также есть разделение экрана. Если вы что-то запускали ранее, заходите в запущенные приложения, например, программа GPS Info, и вот нажимаем на значок. Здесь есть функция «Разделить экран». И выбираем, например, программу «Настройки». У нас есть одновременно две работающие программы, и настроить на таком маленьком экране не разрешает, но экран поделен. Если переворачиваем, то переворачиваются и программы, и все работает. Во время зарядки у данного смартфона светится голубым вот таким вот индикатор. Если он светится во время зарядки, то значит и он оповещает о пропущенных уведомлениях, пропущенных звонках. И еще касательно анимации зарядки хочу вам показать интересную функцию. И заходим в настройки экрана. Здесь есть отдельно пункт «Анимация зарядки». Что это значит? Когда мы выбираем, мы можем сменить эту анимацию. Можно выбрать тот, который вы видели. Можно выбрать вот такую. А можно, то, что многих пугает, предупреждение о трещинах. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Отключаю смартфон. Внимание, уровень опасности. Ого. Ну, скажем так, экстравагантно для данного смартфона. И вот так вот у вас будет отображаться информация. Возможно, это на любителя, конечно, но я вам должен был об этом сказать. Кстати, то, что сейчас он подключен к скоростной зарядке другого устройства, а не того, что идет в комплекте, нет никакой информации, что идет какая-то быстрая зарядка. Просто идет зарядка. Вот идет и все. На глазах не растет. Конечно же, проводились подводные тесты, которые вы сейчас увидите на экране. Я решил просто помыть его под краном проточной воды. И у меня это получилось. И без всяких повреждений он продолжает работать. Ну что ж, будем тестировать нашего противоударного красавца. Захожу в шторку, захожу в раздел уведомлений и выбираю режим подводный фотоаппарат. Выбрали. Запись пошла сейчас. Мы его сюда кладем и включаем воду. Обратите внимание, что вода сюда заходит. То есть там как будто пластина. Видите? Что немного даже должно пугать.
Визуально видно, что вода заходит под эту панель, но спустя несколько часов она высыхает, эта влага, и после этого все смотрится хорошо. Давайте подведу итог. Я его тестирую уже несколько месяцев. Так уж вышло, что не доходят до него руки. Только собираюсь снимать, приходит какой-то новый смартфон. Ну, например, вот такой вот от Blackview, у которого стереодинамики, экран 120 Гц, и он действительно мне очень понравился. Обзор на него здесь посмотрите, если вас заинтересовал. Или вот такой вот смартфон, Poco X5 Pro. Смартфон, который я взял замену для себя вместо Poco X3 NFC. Или вот такие наушники. Но это все в отдельных обзорах. Но все это время я время от времени его тестировал, его включал, проверял, нет ли каких-то обновлений. Кстати, 12-й Android, после того, как я его получил, так и не обновлялся. К чему это я все рассказал? За это время, сколько я его тестировал, я не заметил с ним каких-то сложностей. Хотя здесь он действительно бюджетный, но он справляется со всеми функциями. Открывает программы, запускает. И что самое главное, у него все нужные функции, например, как хороший сигнал приема, защита от воды, камера, ночная камера работают отлично. А это значит, что в определенных руках он будет явно кого-то выручать. Есть NFC, ночная камера, защита от воды, и он способен вас выручить в разных ситуациях. Даже подзарядить другой смартфон. Конечно же, после обзора это не значит, что вы его должны приобретать. Но у него интересный, красивый дизайн, который, на мой взгляд, вот именно вот в таком вот состоянии, он не совсем практичен. Во-первых, собирает отпечатки пальцев. Во-вторых, будет царапаться. Ну, а так вот, если кому-то на подарок или через силиконовый чехол, которого в комплекте, кстати, нет, но зато есть держатель для того, чтобы закрепить на руку, это уже плюс. Теперь вам остается посмотреть тесты дневной и ночной съемки, а ночной съемки не просто ночью, а еще и через объектив, через специальный ночной режим с помощью инфракрасных датчиков. Не забудьте оценить труды лайком, за цветочек тоже лайк от Валюши, и до встречи в новых видеопроектах. Всем спасибо, пока. Вот мы уже и на улице. Это задний модуль камеры 1080-30 кадров. Звук вы тоже слышите. Посмотрим на фокусировку. Срабатывает быстро. Отлично. Пройдемся. Ну, сказать, что есть какая-то стабилизация, не могу. Посмотрим на цветочки. Быстро подстраивается. Прям такой плавный фокус мгновенно. Отлично. Теперь передний модуль камеры. Сзади меня свет, не пугайтесь, поэтому такая темная картинка. Как только поднимаю, сразу становится поярче. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка связи, как слышно. На вытянутую руку отлично срабатывает. Ну, а это в почти таком полутемном помещении съемка, поэтому видео слегка плывет, вижу. Передний модуль камеры. Сейчас выйду на свет и добавлю яркости. Вот так вот. Быстро приспособился. Но мне кажется, для переднего модуля камеры, естественно, что снимать не будем, но его главная задача именно в мессенджерах, да, в видеоконференциях вас выручать. Отлично. Ну, теперь давайте посмотрим, как на улице будет работать, и ночные тоже тесты будут. Итак, съемка прямо во время езды на противоударный смартфон. Ну что тут уж, если он противоударный, то можно не бояться, если вдруг он выскользнет. Место безопасное, могу поехать, ну и заодно протестируем. Ну а этот тест уже на передний модуль, а я на велосипеде. Наконец-то я уже с помощником, конем. Немец, БУ, но хорошего качества, да еще и под мой рост. Съемка. И точно такое же качество разрешения и кадров. Ну и звук вы тоже слышите. Задний модуль камеры. Приближение отсутствует, а вот так вот с приближением. Цифровым, 4-кратным. Это пасмурная погода. Ну и звук вы слышите. А вот и ночные тесты. Тесты камеры. Минимум шумов, хорошая видимость. И давайте еще посмотрим, вот так вот сделаем, как быстро он подстроится. Ага, вот так вот.
Подстройка. Ну, в ночное время у всех автофокус страдает, но тем не менее работает. И сейчас покажу передний модуль. Несмотря на то, что я стою достаточно далеко от фонаря, с той стороны дороги, очень хорошо подсвечивает. Ну и я совсем забыл вам показать, как снимает в ночное время с подсветкой. Просто ослепительный фонарик в ночное время поярче, чем на смартфоне светит и хорошо справляется со своей задачей. Качество вы видите. Ночные тесты на смартфоне Doogee S61 Pro. Без всяких подсветок. Автомобиль неплохо снимает. Теперь включаем ночную подсветку. На примере я возьму Валюшу. Валюша стоит в полной темноте. Ну, силуэт-то понятно видно, автофокус там пытается настроиться. Отключаю и включаю ночную съемку. Тот же самый угол съемки. Поворачиваю к Валюше. И вот Валюшечка. Вся в светлом. Ее очень хорошо видно. Передаю ей камеру. Руль. Чем ближе к объекту, вот так вот, тем ярче, чем дальше, и потом начинает подстраиваться. Прикольно. Вид, конечно, не такой, как при хорошей вспышке, но, тем не менее, все видно в полной, реально в полной темноте. Я же вижу здесь 4 огонька инфракрасных, которые подсвечивают. Ну и качество звука вы тоже слышите. Расстояние, вот такое вот расстояние. Но ты такой красивый, нарядный, белый. Да? Ну, чем чернее, тем белее оно будет в кадре. Если белый пакет, ну, наведите, пожалуйста, на белый пакет, он кажется, ну, не такой вот, да? Кажется, какой-то такой отражающий. Он полупрозрачный белый. Да. Вот так вот. Спасибо. Ну, а дневные тесты вы уже видели, осталось посмотреть фотографии.